Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы снова вместе. Небольшая пауза нас разлучила. Мы чуть-чуть отдохнули, вздохнули, переварили и прочувствовали всю информацию, которая была до этого. А сейчас мы приглашаем вас на удивительную встречу с замечательным человеком. Это прекрасная актриса и очень большого сердца и большой души человек. Дина Корзун. Пожалуйста, давайте сегодня проведем этот час вместе с ней и соприкоснемся с прекрасной личностью, с прекрасным профессионалом и с прекрасным добрым человеком. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте все, здравствуйте, Владимир и ребята, все, кто нас смотрит. Мы очень рады вас видеть, и в первую очередь хочется сказать большое спасибо, что смогли вот выделить для нас это время. Я думаю, что для каждого из участников важно сегодня встретиться с вами и приоткрыть что-то новое с точки зрения профессии, узнать, может быть, с точки зрения ну, как личности, да, как правильно относиться к этому миру, как правильно свои профессиональные навыки раскрывать и как эти навыки сделать полезным всему миру. Вот у нас сегодня с утра такой настрой был вместе с Мариной Замшарифовной Таргаковой. Мы настроились и настраиваемся, продолжаем на предназначение, на поиск этого предназначения. В чате мы обсуждаем, что такое человечность. У нас есть домашнее задание от Марины Замшарифовны поразмышлять, что же из себя представляет человечность, какое оно. Вот, и поэтому будет здорово, если мы сегодня тоже про это немножко поговорим. С радостью. Да. Можно вас попросить, в самом начале, чтобы мы ближе с вами познакомились, рассказать, вот как вы выбрали этот путь, как так сложилось в вашей жизни, что именно такое направление, именно эта профессия, именно вот эта деятельность вас привлекла или как-то оно само проявилось так в жизни? Спасибо за вопрос, вы его озвучили, и я глубоко задумалась, как так случилось, что я стала по профессии актриса театра и кино. Я никогда об этом не мечтала и не думала. И, в общем-то, удивительным образом складываются наши судьбы. Есть, мне кажется, 3 варианта. Один, когда судьба тебя сама берет за руку или, наоборот, подталкивает в спину, и все становится на свои места, и ты уже понимаешь, что: "Ой, я уже в какой-то деятельности". Мгм. И уже ничего другого невозможно себе представить. Так быстро течет энергия именно туда, чем вы занимаетесь, и первые успехи, и поддержка со всех сторон. Вот это был мой случай. Сейчас я расскажу подробнее. Бывает еще вариант, когда человек настолько сам талантлив и разнообразны у него интересы, а выбрать очень сложно. Вот у меня есть сын Тимур, ему скоро будет 30 лет. Он до сих пор себя ищет, хотя на самом деле мог бы взяться за любое дело. И вот все мы такие разные, при этом мы вместе с ним и книги читали, в общем-то, наверное, и те, которые я в детстве, в юности читала. Казалось бы, мог бы быть похожим, да, на родителей, ведь бывают, складываются династии, а нет. То есть ему с предназначением очень сложно. Он в мыслях, казалось бы, мог бы заниматься тем, этим, совершенно за разные, противоположные дела взяться. И я уверена, у него бы это получилось. Но внутри такой стоп, так все сложно. Мгм. Вот это тоже вопрос, на который он ищет ответа все свои вот, годы жизни. А также бывает еще вариант, когда человек думает, что его предназначение стать, допустим, артистом и сниматься в кино. И он всю жизнь об этом мечтал. И он с восторгом смотрел актеров, любил, выбирал, какая же профессия ему будет по сердцу. И решил, буду артистом или буду режиссером. И пытается посвятить этому все свое, весь свой поиск, образование и так далее. И ничего не получается. Такое тоже бывает. И не берут в институт, и почему-то по конкурсу не пройти. Вот я наблюдаю все эти годы, как складывается предназначение человека, как течет энергия жизни, вот наше дыхание, да, в профессии, в поиске себя. И все больше убеждаюсь, что где-то свыше есть руководство,
которая вот какую-то дверь держит закрытой, и ты в нее ломишься, стучишься и хочешь прям туда войти. Там написано режиссер, актер или врач, или пилот, или космонавт. А почему-то дверь не открывается. А у некоторых, наоборот, открывается не только одна, прям там ряд, коридор, по которому он легко проходит. В чем же тут секрет? Мне кажется, очень нужно прислушиваться, к самому себе и действительно пробовать все, что нам интересно. Пробовать с мотивом, помогать и служить. Вот когда, мне кажется, есть такой чистый мотив не для себя. Я хочу быть артистом, чтобы меня любили. Я такой выхожу на сцену, и мне все хлопают, и как это приятно. Вот в таком случае вполне вероятно, что будет много сложностей. И в общем, как же в моей судьбе так все сложилось, что я стала актрисой. Вообще-то я всегда рисовала. И даже меня мама направляла сначала в изо-студию при Дворце пионеров. Раньше были такие. Сейчас, наверное, тоже есть дворцы культуры, разные студии. Затем, по окончании этой студии, где мы просто азам каким-то работы с красками, и с бумагой, композицией, первое представление имели, я поступила в художественную школу. И это было как вот в музыкалку дети ходили, там 4 дня в неделю после обычной школы и еще несколько уроков. Композиция, скульптура, живопись, рисунок. И вот так вот я закончила художественную школу. И было понятно, конечно, нужно быть художником. Нужно идти по этой стезе. И я сдала экзамены, мы готовились педагогический, вот сейчас университет в городе Смоленске, на, на художественно-графический факультет. Как я стала актрисой? Вот по воле какого-то странного случая. Однако любовь к лицедейству, к выражению себя и голосом, и телом, и рассказыванию истории — это всегда тоже мне было интересно и получалось. Я любила так же, как и вы, ездить в лагеря творческие, и там на сцене всегда нас всех выталкивали, приглашали на сцену. Мне это очень нравилось. Моя мама подметила, что у меня это получается неплохо. Я любила быть смешной, я любила смешить. То есть не обязательно мне нужно было быть принцессой и только красивой. Мне нравилось видеть эмоции людей. То есть это был обмен эмоциями. Так вот, спасибо моей маме, которая меня направила в театральную студию. То есть параллельно художественной школе, танцам, балету, она меня еще отправила и в театральную студию, где я себя попробовала. И так получилось, что наш преподаватель очень меня хвалил. И я услышала, как он рассказывал моей маме, какая я молодец. И это, наверное, сыграло важный это было важным поворотным моментом. Когда я услышала, что я молодец, и у меня получается. Вообще мы, люди, любим очень, когда нас хвалят. И мы ведь сами себя познаем через окружающий мир. Кто-то нас хвалит, любит, и мы им верим. И думаем, да, мы действительно заслуживаем внимания, и мы действительно, наверное, способны в том, чем мы занимаемся. А если кто-то нас будет постоянно критиковать, мы сразу потеряем энтузиазм. Все в Да, отношениях. И когда я поступила в театр, вернее, художественно-графический, да, вот институт, я там обучалась целый год. При этом я параллельно еще занималась в театральной студии. И я понимала, что вот в художественно-графическом мне всегда нравилось быть а, независимой, вольной, рисовать как придется. А там нас начали учить очень жестко, структурно. Плюс еще были предметы такие, как история КПСС, начертательная геометрия. Тут я совсем сникла. И подумала, вот нужно, наверное, заняться театром. И я попробовала поступить в студию. Меня взяли. Почему? Удивительно. Ведь люди годами поступают, а не получается. Но потом их мечты могут реализоваться в совершенно разных профессиях. Доктор может стать потом доктором-блогером,
и так занимательно, и так интересно, и так с такой пользой и служением он использует именно и это, когда-то детская вот любовь, мечту, хобби стать артистом, выступать, и у него это замечательно получается. Может стать журналистом, кем угодно. Вообще, мне кажется, актерская и творческая любая профессия — это основа любой другой профессии. Потому что через искусство, особенно вот в театре, театральном искусстве, мы учимся чувствовать другого человека, слушать, слышать, потому что это диалог всегда, кино, театр. Это все равно обмен энергией, это все равно влияние на другого человека, это необходимость формулировать мысли, передавать их на расстоянии. Поэтому это замечательный навык и образование. Его можно получить и не обязательно в профессиональном и самом именитом театральном вузе. Можно можно этому учиться, мне кажется, где угодно. Если есть истинное желание сердца, зачем-то вас тянет на сцену, для чего-то это желание, вы слышите в своем сердце, выходите и не бойтесь. На любую сцену. Становитесь блогером, не знаю, учите стихи или пишите стихи и выступайте с ними на своей странице в соцсетях. Обязательно это куда-то вас приведет дорога. То есть вот мой путь сложился по самому первому сценарию, и мне было, конечно, гораздо легче, потому что как будто меня кто-то за руку провел. И, или просто как подтолкнул, как шар в бильярде. И я заскочила вот вот в это поле актерское, потому что в театральном институте в первом я встретила своего мужа. Это мы сначала учились в городе Смоленске, а он москвич. Он меня взял за руку и сказал: ты такая талантливая, поехали в Москву, тебе нужно учиться в хорошем институте. И он сделал все, чтобы меня там увидели и услышали. Потому что я думаю, я сама бы не произвела впечатления. Я не умела, ничего не знала об этом, об этих экзаменах. Это сложнейшее испытание в театральный институт поступить в Москве. А он много лет мечтал быть актером и проходил это уже около 6 лет, 6 раз проваливался. Поэтому он мне помог подготовить программу, которая меня хорошо показывала. И я совершенно бесстрашно, потому что это не было моим особенно желанием. Это было желание, наверное, ну, не знаю, судьбы, жизни, Бога, Вселенной, которая меня хотела именно поставить в это место, в этот угол, загнать меня в этот угол. Поэтому все получилось, и меня приняли, за что я очень благодарна моим преподавателям. Однако на втором курсе я страшно разочаровалась в профессии, в том, что я, по-моему, пришла не туда, куда мне нужно было, ведь это же не мое было особенно осознанное желание, это произошло неосознанно, и я собралась уходить. При этом я уже играла главную роль в одном из спектаклей. Обычно это крайне редко происходит, когда на первом курсе уже делают дипломный спектакль. Еще дети ничего не умеют, и обычно нужно проучиться 4 года, и тогда мы готовим дипломные спектакли, и вот тогда у нас есть хоть какие-то инструменты профессиональные. А тут с нами на первом курсе уже сделали спектакль, потому что педагоги увидели, что это получится, и действительно получилось. И вот играя спектакль по пьесе «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка, и имея уже такой успех, победу на фестивале «Московские дебюты», по-моему, что-то такое, или какие-то студенческие спектакли, я решила на втором уходить, потому что я изначально вдохновилась идеей именно служения. Константин Сергеевич Станиславский, который был вдохновителем системы так называемого переживания, проживания, служения, говорил о том, что артист на сцене служит высшим идеалам, служит искусству, служит людям. У артиста на сцене есть возможность влиять на этот мир, на сердца людей. Это должно обязательно произойти. То есть если люди после спектакля не изменились, значит, артист вот не добился своей цели — влиять
нужно. Это обмен, мы приходим за эмоциями. Либо мы хохочем над ужасными там человеческими недостатками, высмеиваем тщеславие, жадность, глупость. И обсмеявшись до слез, мы думаем, это как же выглядеть нужно со стороны, я так никогда не хочу. И тогда мы очищаемся, становимся лучше. Или мы играем трагедию, играем драму, и в слезах наш зритель, сопереживая герою, становится лучше, добрее. Он видит, как несправедлива судьба или окружающие люди к герою вот этого произведения театрального, да, или художественного, которое мы наблюдаем в кино или в театре. И нам так за него горько, обидно. Мы хотим просто вот разбить этот экран, войти в этот кинофильм, разобраться и сделать там все по-другому. Вот тогда, когда наш зритель хочет вылезти вместе с нами на сцену, защитить или поплакать, или ну что-нибудь изменить в ходе событий, вот тогда, мне кажется, артист и режиссер достигли чего-то самого главного. Они прикоснулись к сердцу, невидимо. Только от сердца к сердцу рождается искусство. И я хотела уходить, потому что поняла, что все, что мы делаем, однако я уже начала, нас вводили студентов в спектакле МХАТ имени Чехова в Москве. И я как-то вот именно в среде, в окружении актерском я увидела нравы. Там много хороших людей, но большинство и вообще вся система были построены на, вот, признаюсь, уже сейчас это не секрет, на пьянстве. Все артисты очень пьют, выпивают. Это считалось прям традицией. Обмыть спектакль, какую-то там репетицию, собраться после спектакля и пить. И я как будто не входила в этот мир. Вот мне там, я поняла, что, ой, я, по-моему, не туда пришла. Здесь у людей свой вот монастырь, им хорошо по их правилам, а мне как-то не очень. И многие спектакли, как мне казалось, они отражают действительность, но не приподнимают наше сознание зрительское выше, не делают нас лучше. То есть после этого спектакля порой выходишь такой весь несчастный, в глубоких думах. Боже мой, отразил нам и автор, и артисты талантливо, как же жесток мир, как безысходна жизнь. И искусство ничего не меняет, мне только хуже стало. Поэтому я решила, что я не туда. Нету тут служения свету, идеалам высшим. Пойду я в другое место. И я перестала ходить, начала пропускать. Серьезно заболела на несколько месяцев. Это был период глубокого осмысления, переоценки ценностей. И многие мои сокурсники за меня переживали, педагоги вызывали меня, со мной беседовали, говорили: просто получи диплом. Просто дойди до конца. Просим тебя, вот сделай это. Получи диплом, не бросай. Как же я им сейчас благодарна. Вот дай Бог им счастья, здоровья, долгой жизни. Без конца их благодарю, когда встречаю, потому что это было правильно. Это было правильно. И вообще любые отношения с профессией, с другим человеком, в семье, с партнерами, да, любого там бизнеса, чем угодно мы бы не занимались, они всегда отношения по ступеням идут, развиваются. И обязательно придет такая ступень, такой момент разочарования. Это момент трудности, когда нужно пройти насквозь, верный своим идеалам, верный своему вот этому желанию, как бы верный этому внутреннему голосу, но пройти насквозь, говоря об этом, искать форму, как выразить свои мысли, свои сомнения, донести это до людей, попросить их помощи, поддержки и так далее. Так что я благодарна, в общем, что я стала артисткой. В театре и кино в моей жизни много успехов, побед на фестивалях. Но самое ценное — это даже не признание и не призы вот эти вот, которые стоят на полке, золотые, тяжелые, эти вот статуэтки. Самое ценное — это опыт, который вот невидимый, тонкий, опыт души, который я приобрела, возмогая трудности, потому что
Служить искусству — это серьезная аскеза. Аскеза — это преодоление трудностей. В кино мы играем часто разные сложные роли. Создать образ, сделать его, человечным, сделать его таким трогательным — это работа на всех уровнях. Творческие муки настоящие переживаем мы. Работа режиссера, мне кажется, еще сложнее. Поэтому приходилось терпеть многое, претерпевать, и именно в трудностях, как говорится, закаляется сталь. Извините за долгий ответ, но вот так. Он недолгий, я столько интересного вынес сейчас из этого разговора и столько вещей, которые пересекаются с тем, что мы здесь уже говорим. Такое ощущение, что вы смотрите нас, либо мы просто с вами настроены на А мы одно с вами единое настроены, это пространство. без сомнения. Вот, вы начали с такой важной вещи о предназначении, вы выделили 3. Я сейчас чуть-чуть проговорю, чтобы тоже так для себя понять, и, может быть, для наших участников, что ценного было сейчас вот сказано. Это вот 3 вещи, да. Первое — это когда нас ведет судьба, и для этого важно быть открытым вовне, то есть слышать людей, которые проявляются, родителей, которые подсказывают, направляют. Вот, есть еще второй момент — это когда есть таланты, и тяжело понять, куда тебе пойти, потому что вроде и там получается, и тут получается. Это хорошо, когда в одном месте получается, а нигде больше не получается. Вроде как и выбора нет большого. Идешь и идешь, и еще если от этого чувствуешь счастье, так вообще отлично. А вот когда много, и действительно и там, и там, и там, и на все руки мастер, и тогда, как я услышал, очень важно слушать себя, как раз вот прислушиваться, искать вот этот именно поиск счастья. И третий момент, который вы отметили, это желание. Когда есть желание у самого, вот есть какие-то стремления к чему-то, здесь, как я понял по вашему ответу, очень важно найти учителя, наставника, у которого можно перенимать этот опыт и эти желания переводить в практическое составляющее. Абсолютно так. Вот, и мы и сегодня и с Мариной Замшарифовной тоже про это говорили, и вчера вот с оператором, с Дмитрием общались по поводу того, как важен учитель и как важен наставник в жизни человека. И неважно, сколько тебе лет, но когда вот есть рядом учителя, и первый учитель для нас это кто? Это, конечно, наши родители, первые учители, и они, как люди, которые точно никогда не пожелают нам зла и могут смотреть на нас со стороны, они подскажут обязательно и услышат. Поэтому, дорогие участники, посмотрите на своих мам и пап чуть-чуть по-другому и попросите их помочь вам в этом. Вот, замечательные вещи, которые вы сказали. Еще хочу отметить, что секрет, да, секрет профессии в том, чтобы прислушиваться к себе и помогать служить другим. То есть вот это вот прислушиваться к себе — это свое ощущение счастья. Ведь счастливым других может сделать только тот человек, который сам испытывает счастье. Ведь так, если я глубоко несчастлив, как я могу обрадовать своих детей, например, или свою Никак, супругу? не получится. Никак. Поэтому это глубокая работа над собой получается. Опять же, когда начать работать над собой, как не сейчас? Вот прям с этой минуты. Вот. И помогать, и служить другим. Также затрагивали эту тему, и вы сейчас ее замечательно дополнили, что все профессии, все, что есть, вообще сама суть человека в том, чтобы помогать друг другу, служить друг другу. У нас есть замечательные фильмы, которые сами дети уже снимают на эту тему, и здорово, что получается сейчас это с разных сторон посмотреть. И хочется сейчас, знаете, на чем остановиться? Такой момент, что артист на сцене влияет на зрителя. Мы на одной из встречи с Наташей говорили про идею, как идея влияет. Идея фильма или идея любого другого какого-то предмета, да, как она влияет на человека. И, безусловно, творчество в этом плане несет очень сильную энергию, влияние на сознание людей. И, конечно, если режиссер, сценарист, оператор еще могут как-то закрыться камерой, то есть остаться по ту сторону, то актер — это тот, кто непосредственно доносит эту мысль. Вот как быть с тем, и это ответственность, ведь так? Это ответственность, что актер показывает, то есть как он выстраивает свою работу над ролью, какие роли он выбирает. Вот приходилось ли вам столкнуться с тем, что вам предлагали какие-то образы или какие-то роли, но это было нарушение, может быть, какой-то внутренних ваших ценностей? Такой Да, выбор перед хороший вами вопрос и стоял? очень важный. Действительно, вот артисты, ам, оказываются перед камерами, м, как бы одинокими.
То есть там группа затихает по ту сторону камеры, и в объективе должно произойти чудо, которое сохранится потом на долгие годы. И мы ответственны за вариант последний, и очень важно, чтобы все это понимали и ценили актерский труд тоже. И техники по свету, экономили время, эмоции наших артистов. То есть весь технический процесс должен организован быть так идеально для того, чтобы артист мог именно в назначенное время выдать максимальный результат. Очень часто в нашей стране, и все артисты об этом рассказывают, почитайте интервью, когда спрашивают, в чем разница вот съемок на Западе и у нас. Дело в том, что у нас процесс создания кино, хотя вот сейчас есть очень профессиональные группы, это зависит от продюсера и от режиссера, но кинопроизводство такое массовое, сериальное, оно, в общем-то, для того, чтобы деньги заработать. Поэтому везде экономим, меньше платим людям, поэтому может в какой-то момент деньги даже вдруг и закончатся, и, соответственно, не оплатили свет или еще что-то, а потом такие быстро-быстро в камеру, дай результат. А артист же не робот. И бывает, что получается работа, где ты сам собой не очень доволен. На Западе опыт у меня был работы в независимом кино. То есть это не какие-то там мега-блокбастеры с мега-супер актерами, но это были очень известные артисты. Ну, вот последняя моя работа на Западе это был сериал Peaky Blinders. Острые козырьки, там играли и Том Харди, и Киллиан Мерфи, мои партнеры. То есть мне пришлось работать с очень профессиональными людьми. Это был проект BBC, в Америке я работала тоже на Independent такие Productions, и там берегут время и труд артистов очень круто. То есть у меня сказано в расписании, которое мне дали с вечера, что в 6:02 приедет за мной машина, потому что там рассчитан маршрут. В 6:02 стоит машина. Я не могу опоздать. Мне сразу звонит менеджер. Почему вы еще не спускаетесь? Я должна быть на площадке там в 6:15. Сразу я только подъехала, они уже по рации сообщают гримерам. Актриса на площадке входит на грим. Я села, они знают, у них 40 минут на грим. И я знаю, что через 40 минут я войду в кадр, ко мне приходит с утра помощник актера, личный, персональный помощник, который со мной может репетировать текст, бросать мне текст за партнеров. Она мне говорит, какую крупность выставляют. Я знаю, что я войду на крупный план, там 6:50, и это самая драматическая сцена, и я там должна рыдать, у меня монолог, я должна быть готова. Вот хочешь, не хочешь, чудо должно случиться. Но это здорово, потому что я могу спланировать, потому что пока мне одевают грим, я использую максимально каждую минуту. Я повторяю текст, я повторяю в полную мощь. Меня все поддерживают, они спокойно там делают свою работу, их не шокируют, не говорят там замолчи, не махай руками. Они понимают, что мы все вместе готовим как команда результат. Потом говорят, входит актриса в камеру, все, свет сразу же. Потом мне показывают, что они отрепетировали с body double, то есть это тот, кто за тебя стоял во время постановки света. Потом они мне говорят, ты можешь вот здесь двигаться, но не крупнее, руки выше, так, чтобы они были в кадре, потому что если ты вот так будешь разговаривать руками, то они не в кадре. А если ты хочешь что-то дожать, донести, то вот используй руки тогда в кадре. Вот играй вот на уровне плеч. Мне все объяснили, свет поставили, оператор делает репетицию по свету. Мне говорят, слушай, вот тут прям довернись до света, вот у тебя источник света, а вот сюда не смотри, так некрасиво. Я поворачиваюсь на источник света, мы договорились, и мы снимаем один кадр, он всегда самый лучший. Как мне режиссеры говорят, первый кадр кино, второй в музее кино. Это очень смешно, но это здорово, потому что люди ценят твой труд,
Да. А потом можно сделать еще 17 дублей, если есть возможность и есть время, но ты доволен, процессом. Поэтому там процесс, вот как интересно, да, просто организация технического процесса может очень высоко поднять результат, когда все продумано. И это здорово. Это часть моего ответа, да, вот как, напомните, пожалуйста, там была еще очень важная мысль в вашем вопросе. Да, вы открыли сейчас вот именно вот эту историю подготовки, уважения. Мы тоже про это много говорим. Отношение друг друга на съемочной площадке. Вот этот подход командный друг к другу. Не то, что отдельно режиссер, отдельно оператор, отдельно актер. И еще я хотел спросить у вас про эту вот Мы говорили про ответственность, да, личная артиста. ответственность, да, вот личная ответственность перед той ролью, которую я выбираю, да, тот материал, который я одобряю. То есть приходилось ли вам переступать, может быть, через свои какие-то ценности, убеждения ради того, чтобы вот сыграть в каком-то фильме или выбрать какую-то роль? Мгм. Мне повезло, что мой дебют в кино был, м, мегапроект. Я сыграла роль, в которой требовалось задействовать все. Там я танцевала, там я должна была быть яркой, необычной, там было здорово прописана роль, но об этом люди мечтают. Это может случиться одна такая роль в конце карьеры или несколько таких ролей. В нашей стране, в Голливуде, там все по-другому. Ты сыграл классную роль, потом начинают это эксплуатировать и пишут сценарий специально под актера. Так вот, я начала с максимума, как можно сказать, 100%. Это была очень качественная работа, замечательная команда, прекрасный режиссер, мега прописанный сценарий. Я говорю о фильме «Страна глухих». Это был мой дебют. То есть я пришла после театра, после МХАТ имени Чехова, где я уже сыграла много там главных, ведущих ролей, поэтому я знала, как выстроить роль. Вот эту арку, с чего начинаем, куда придем, где события главной роли, как быть интересной, как быть необычной. Ну, то есть у меня уже были инструменты профессиональные, а потом началась, это были как раз, это был конец 90-х годов. 98-й была премьера «Страны глухих», а потом начался огромный глобальный мировой кризис и кризис в нашей стране. 98-го года обвал вот тех рынков, денег, и кинотеатры закрывались, и киностудии закрывались, гулял ветер по пустым павильонам. В Петербурге даже была такая акция протеста и отчаяния. Хоронили Ленфильм. То есть несли такую гроб, чтобы привлечь внимание общественности, Мгм. люди искусства, артисты, режиссеры, и говорили, все, кино умерло, Ленфильм умер. Потому что наступило время таких проектов каких-то однодневных, которые рассказывали о тех вещах, вот, отражая жизнь, действительность, криминал, убийство и так далее. Вот тогда это все началось. И поэтому я в первые несколько лет отказалась от многих проектов. Но это было ужасно, потому что я выросла на стандартах школы-студии МХАТ, Станиславский, Немирович, Данченко. Это высочайшая культура и культура служения в профессии, вот, идеалам, искусству. То есть у меня был вкус вот чистоты, у меня не было желания прославиться и заработать много денег. И это было так естественно, то есть в этом не было ни позы, ни эгоизма. То есть нас так учили. Мы еще были тем поколением, когда для нас это был принцип живой. Мы так жили. Потом, конечно же, мне все равно пришлось сняться в некоторых фильмах криминальных, но я всегда выбирала там, где есть роль какая-то гуманная, человеческая. И оправдывала себя, что я играю, человека вот в таких обстоятельствах и рассказываю историю, как можно остаться человеком. Но вот, кстати, роль моя в Peaky Blinders — это сериал очень жестокий, там много море крови. Peaky Blinders — "Острые козырьки", несет название, от, действительно реальной истории. Это где-то 20-е годы, Бирмингем. Это такой
провинциальный город Англии, рассказывает историю семьи полуцыганской, английские ирландцы, британцы. Они очень были жестокие. То есть мафия такая 20-х годов, 1920-х годов. И у них в кепках были спрятаны лезвия бритвы. То есть, когда начиналась драка, о боже мой, страшно представить. Я этот сериал не смотрела, когда мой агент прислал мне приглашение на пробы, и он сказал: "Это так круто, тебе обязательно надо сниматься, там мега-артисты, там Киллиан Мёрфи, он вообще такой крутой, это BBC проект, это очень продвинет твою карьеру". И там нужно играть просто русскую герцогиню Романову. Тебе повезло, сходи, попробуй сделать, чтобы это как-то вот случилось. Я выучила текст, мне дали только листок одной встречи. Ну, там был какой-то диалог непонятный мне, что-то я там такое должна была говорить. Я просто пришла на пробы, чуть понизила голос, немножко так свысока и с таким, ам, чувством превосходства, общалась с режиссером медленно и спокойно. Меня взяли на роль. Я еще не читала сценарий, потому что это всегда в глубочайшем секрете. Ам, чем больше проект, чем больше он финансово вот успешный, тем это больше секрет, они держат, интригу, и все ждут, и все переписываются, и чатят в этих там социальных сетях: "А мы ждем, а о чем будет новый сезон?" И вот этот новый сезон был посвящен русским. И действительно, когда я начала читать, я ужаснулась. Ну, как показывают русских, что там нужно делать, какие там будут сцены. А поворота уже назад не было. Тем более к этому периоду я уже тщательно подходила к выбору сценариев. И, конечно, в России всё я читала все сценарии и начала отказываться. Где-то, наверное, в 2014 году, наступил период, когда я осознала вот те разрушения внутренние, которые несут роли, которые мне не по духу, не по вкусу. Когда я должна своей живой энергией, своим вот талантом вдохнуть, жизнь в те роли, в такие призрачные какие-то вот эти вот шкурки, и надуть их, сделать их, выглядящими натурально, и стать защитником зла, адвокатом, м, того, с чем я лично в жизни не согласна. Сделать это талантливо, причем, роли злых, каких-то очень сложных людей играть легче. Зло интересно играть. А добро у нас не умеют играть, не умеют писать сценарии о добрых людях, не умеют даже режиссеры. Знаете почему? Да потому что это не модно. Мы даже примеры об этом не видим. Мы в новостях всегда слышим только о плохом, о плохих людях, о несчастьях, о драмах и так далее, и так далее. И вот этот вот героизм, просто служить свету, добру, людям, гуманизму, идеям гуманизма, он нами не исследован. Он не подан так, что это интересно. Хотя на Западе есть такие примеры. Есть очень крутые фильмы, которые получали "Оскары" там за лучший какой-нибудь там иностранный фильм. Можно обратить на это внимание. Есть такие примеры. И таких нужно больше, потому что артисты, режиссеры и вообще кино имеют невероятную власть над этим миром. Это невидимая передача месседжа, невидимая передача сообщения. Вот что мы, что мы показываем, такую энергию мы привносим в мир, и это будет потом развиваться. Поэтому вот где-то с 2014 года я осознанно начала отказываться, причем мне это давалось очень трудно. Мучения были такие, потому что я понимала, я артистка, я хочу работать, мне нужны тоже деньги, мне очень много платят. То есть как только ты начинаешь отказываться, ты выходишь из первого эшелона артистов, и потом трудно как бы вступить снова в ту же жизнь. Для того, чтобы тебе дали когда-нибудь сыграть
вот классную роль, ты до этого должен сыграть много ерунды. И я начала с как бы стопроцентного как бы высоты, красивой роли, хотя там тоже был не очень, светлый образ, но мне нравилась моя героиня, которая живет в этом, я говорю про Ярю в "Стране глухих", Да. которая живет в трудном мире, непонятном, нестабильном, меняющемся, но она мечтает о счастье. Она говорила: "Я знаю, где-то есть такое место, есть такой остров, где все люди добрые и все друг к другу хорошо относятся. Я буду искать, я коплю деньги, я поеду туда. Представляешь, там все люди добрые, относятся к тебе хорошо. Если ты глухой, они тебе говорят: "На тебе поддержку". Там вот и и меня это очень тронуло. О том, что внутри она не гнилая, не ужасная. И мне хотелось играть вот этот вот светлый образ несчастного человека, который тянется к свету и мечтает быть счастливым. Просто не знает, где это и как это. А потом мне предлагали вот такие второсортные какие-то проекты, что-то там про нефть продавать, вот какие-то там юристы, вот какие-то там психологи, вот какие-то там манипуляторы, вот какой-то там следователь, который трупы исследует, вот какой-то там гинеколог, который все эти вот истории, там чего-то там, сериал, сериалы. И я не вижу в этом, я не хочу сказать, что я какой-то прям герой, что я такая. Ничего в этом хорошего нет. Профессия прекрасная, мне Господь дал возможность в ней служить. Но я сначала отказывалась и чувствовала себя виноватой и глупо, а потом начала делать свои собственные проекты, начала делать как что могу, какие-то, спектакли. Была продюсером своих собственных проектов. Вот. И не перестаю мечтать о том, что будут когда-то таким молодые режиссеры, которые поверят, знают, что нужно миру искусство созидающее, ответственное. Искусство, которое, несмотря на то, что оно будет служить свету и добру, оно будет интересным, захватывающим, оно будет рассказывать о трансформации личности, о том, как человек может повлиять на этот мир, просто меняя самого себя или вокруг себя что-то. И пусть в этом будет какое-то место чуду, волшебству. Потому что я в этом выросла. Знаете, в наше время были такие фильмы, которые рассказывали о людях с большой силой воли, человеческим духом, с вот этим стремлением служить, защищать. И я вот не перестаю верить, что это случится. Я даже могу быть там 100 лет не бабушкой, а придет какой-то юный режиссер и скажет: "Давайте расскажем крутую историю". Я прочитаю сценарий и скажу: как круто! Давайте". Обязательно. Обязательно это случится. Да, не надо становиться бабушкой. Я думаю, что в ближайшее время они уже есть, правда есть, и сейчас уже выходят замечательные фильмы. И на Западе тоже стали, вот мы обратили внимание, сейчас Наташа полюбили, стали духовные фильмы очень интересные, современные выходить. Вот из разных традиций начали снимать, настолько увлекающие. Это качественно, не просто какие-то красивые слова или красивые образы, а действительно есть глубина, и после этих фильмов начинаешь долго задумываться, как ты живешь. Благодаря вот таким встречам обязательно состоятся новые юные специалисты, которые уже будут заложены. Вы сказали такую вещь, что зло играть легче. И что, потому что вкус у нас сейчас к этому есть. Вот современный философ Александр Геннадьевич Хакимов, он говорит о том, что у нас настолько сейчас мы пронизаны вот этим вот чувством зла, что нам действительно это интересно. И мы это вкусно можем, по-разному, разнообразно, вкусно можем преподносить. Но видеть красивую и интересную сторону добра мы, к сожалению, уже разучились, и нам нужно к этому возвращаться. Вот надеюсь, что такими проектами и такими фильмами, которые побеждают на наших фестивалях, или вот, например, премия «На благо мира», там тоже очень много светлых, искренних работ. Вот, благодаря этому мы будем учиться. Спасибо вам большое, очень много Спасибо. вещей вы сказали, и поделившись своим опытом, я понимаю, что
Вы еще вначале говорили о том, что профессия интересная, но нелегкая. Сложность. Сложность, потому что выбор постоянно придется делать. Потому что, ну, вот как поступить? Если есть внутренние ценности, качества, но при этом, например, нет работы в данный момент, да, а нужно же зарабатывать в любом случае, нужно что-то делать. И ты либо идешь в эти сериалы, поддерживаешь, либо начинаешь что-то свое придумывать. И это сложно сделать выбор. Но мы на то нам и нужна жизнь, чтобы мы совершали этот выбор постоянно. И вопрос, как совершить? Здесь, наверное, вот к тому термину, чтобы слушать себя, свое сердце, о чем вы вначале сказали, прислушиваться к этому и найти себе такое окружение, где есть такие же люди, единомышленники, которые тоже так же глубоко размышляют. Обязательно единомышленники — это самое главное. Да. Искать людей, близких по духу. Они могут жить даже очень где-то далеко, за 3-9 земель, за морями, за лесами. Но сейчас есть вот этот интернет, который нужно Да. использовать во благо и искать единомышленников. Точно. Дина, у нас много вопросов, много. Я сейчас постараюсь на них их зачитывать, чтобы вы ответили. Так как вы уже упомянули замечательный фильм «Страна глухих», сразу задам вам вопрос вот по поводу этого фильма. Вам, наверное, многие его задают, пишет автор. Как долго вам пришлось учить язык жестов? Что вам помогло в решении образа? Я думаю, что этот вопрос вообще можно связать с тем, вот насколько профессия подразумевает погружение в персонаж, да, какой бы он ни был. Мгм. Когда меня впервые вызвали на пробы, наш режиссер Валерий Тодоровский уже на эту роль глухонемой танцовщицы Яи приглашал на кастинг всех молодых артисток из Петербурга, Москвы, Ярославля. Все театральные институты уже просто обошли. То есть я была той Золушкой, которой подошла туфелька, и случилось тоже все по велению вот как-то судьбы, по велению высших сил, потому что в детстве у нас во дворе жил мальчик, у которого родители были глухонемые. И я помню, как мама его звала Лёта, Лёта. То есть они на самом деле чаще глухие, но не немые. Просто они себя не слышат. Мы иногда можем оговориться, а потом сразу поправляем. Мгм. А у глухих людей часто есть вот этот дефект речи, потому что они сами себя не могут поправить, услышать, как это верно произносится. Говорить-то их можно научить, и, как правило, они просто стесняются. Так вот, я вспомнила именно тот а, образ вот той мамы. Я простите, я как разговариваю, как-то. И вот эта первая краска, видимо, сразу сложилось. И меня начали приглашать на кастинги. Дальше мы уже искали вторую героиню, искали 9 месяцев. Чтобы выносить ребенка, нужно вот 9 месяцев. И эта роль сочинялась тоже в течение 9 месяцев. Сейчас, в последнее время, я получаю приглашение на какой-то фильм. Мне пишут: съемки в конце июня. Я смотрю через 2 недели. Как можно сочинить какой-то интересный образ? Ну, на профессии, на штампах, на каких-то там привычных профессиональных инструментах можно. Можно быть естественным в камере, можно выучить диалог, но чуда не будет, потому что всегда нужно время для того, чтобы сочинить. Если задача такая, без чуда, просто отработать, то вполне возможно достижение успешной цели. А если все-таки мы в кино ставим перед собой задачу, вот это чудо, когда все так приклеились к экрану и не могут оторваться, а потом ходят, думают, а потом вспоминают, а потом еще раз пересматривают. А вот тут надо поработать. Тут нужно сочинить, помедитировать на эти многие уровни, от бытового ступени до божественного. У меня было на это время, у меня была на это возможность. Тем более, что я уже была как бы дипломированная профессиональная театральная актриса, играла в лучшем театре страны главные роли. Что такое главная роль? Она центральная, она ведущая, то есть с тобою идет все действие. Это значит, ты как локомотив. Это волей-неволей развивается твоя как бы сила ответственности, сила воли, потому что иной раз в самом начале спектакля, когда что-то пошло не так,
хотелось сбежать на сцене и всех бросить. И пускай они как хотят. А у меня ничего не получается. Это ужасно. Я себя сам осуждаю, критикую. Это ужасно. Как дотянуть до конца спектакля? И вы и не умереть от горя, то все плохо. А на самом деле тут просто важно идти, дорогу осилит идущий, Мгм. просто отработать. Так мы копим опыт. И у меня уже был опыт вот этого, как бы, как ты как локомотив, тянешь действия, не обращаешь внимания, получилось, не получилось, тут текст забыл, дойти до конца. И главную мысль, потому что иногда чудо может произойти только в самом конце. И это нужно помнить. Даже если у вас не сложилось начало, и зрители там кашляли, и кто-то, может быть, один встал и ушел, а кто-то потом долго шуршал шоколадкой, а в конце все плакали. Просто потому, что вы не отчаялись и дошли до конца, и вы все равно, ну, всегда так и в жизни иной раз начинается беседа не так, не сяк, а в конце мы уходим с чувством, что что-то важное произошло. И поэтому я уже знала, что очень важно понимать главный месседж и арка м, художественная, то есть что в конце произойдет. Мгм. Что я хочу этой ролью, этим своим участием сказать. Мне очень хотелось, чтобы эту девушку почувствовали как душу, как ребенка, как незащищенный вот этот вот огонечек свечи. А при этом она танцевала стриптиз, она, она немножко вульгарная, она необразованная, она понимает счастье очень ограниченно. Это когда много денег, это когда у тебя много там туфель, это когда ты красиво одет. То есть представляете, да, внутри такая короста, ой, снаружи короста, а внутри живое. И мне очень хотелось, чтобы все запомнили это. И я поэтому выстраивала, как она должна плакать там в самой середине, когда она чувствует, что дружба, невозможна, что как бы она совершает ошибки. И когда там момент их встречи на улице вот этой Новый Арбат, мы снимали сцену, когда моя героиня идет из разных там телефонов, при помощи других людей просит, говорит: "Позвоните ей, и скажите ей, вот ты такая сякая". И вот так вот она там ей бесконечно этой своей подруге звонит. Она выражает свою боль, это отчаяние, это вот непонимание своего места в жизни. Потом, когда ее героиня, подруга бросается в такси и едет в это место, находит ее, обнимает, держит за плечи и говорит: "Прекрати, давай вот поговорим". И тут ведь она этого хотела, как маленький капризный ребенок, который, когда вот в истерике бьется, он этого и хочет, чтобы мама его и папа просто взяли на руки, обняли и сказали: "Я тебя люблю". Ей нужна была любовь и Мгм. поддержка, какая бы она ни была, там, яркая, не знаю, вот, непробивная. И я тогда еще, я помню, навсегда запомнила, как вот эту сцену снимали, и я должна была плакать. И я прочерчивала взглядом небо и разговаривала с Богом. И я уверена, что именно этот момент всех трогает. Потом все говорят: "Ой, мы запомнили ваши слова. Деньги надо брать из мужчин", или что-то там такое. Ну, вот эти вот все фразы замечательные, которые придумали сценаристы, которые потом как бы растащили на какие-то вот такие устойчивые выражения. Но на самом деле я абсолютно уверена, что эту героиню полюбили за то, что она обращалась к Богу. "Мне плохо, я одна, я никому не нужна. В чём моя проблема?" Так что да, это трудная профессия, но она дает невероятные возможности для самоосознания. Я теперь благодарна моим педагогам, которые меня заставили получить диплом и дойти до конца, как я говорила, не потому, что у меня там признание, любовь многих людей. Это очень тоже ценно, очень. Но я благодарна именно за то, что я осталась в профессии и
Это глубочайший вот такой возможность, инструмент самопознания. Это постоянный выбор, на какой ты стороне. Это постоянное осознание, за кого ты играешь в этом мире. И доказать самому себе, подтвердить свой выбор. Потому что очень часто, какой бы ты ни был, там уже профессиональный, сколько у тебя успехов в других проектах не было, новый проект — это всегда с нуля, и ты должен доказать, что ты сможешь людей не подвести. Новый проект всегда с нуля, ты всегда, может, артисты в этом не признаются, но мы очень все также как бы открыты, переживаем, ранимы. То есть не может быть такого мэтовства и расслабленности, не получится. Мгм. Всегда по-живому, всегда неизвестно, всегда как будто ты идешь по канату над бездной. И всегда по-настоящему необходимость пройти сквозь свои страхи и, как бы борьба за сражение. Не бросаешь оружие, сражаешься с самим собой, с вот этими, сомнениями, страхами, недоверием к самому себе. Эм, проходишь к результату и радуешься. Мгм. Спасибо большое. Дина, я чувствую, что у нас такая нить прорисовывается в разговоре, некая фраза, и вы ее назвали даже, что дорогу осилит идущий, да, и вот и примеры из вашей жизни подтверждают, что нужно идти, несмотря ни на что, идти, пробовать, идти к цели, идти к мечте, идти к тем планам, слушать рядом тех, кто помогает, поддерживает, подсказывает, но преодолевать эти препятствия. И это продемонстрировал ваш образ, да, в фильме «Страна глухих». И, как я понимаю, это созвучно и с вашей жизнью. Я надеюсь, что для наших молодых участников это будет тоже очень полезно. Получить вот этот вкус, преодолевать сложности. Сидя на Да, диване или на вот этом да, стуле, ничего ничего не не получится. получится. То есть Да. нужно быть готовым, преодолевать трудности, к этой аскезе. То есть это раннее вставание, это может быть поздненочные съемки. И нужно выработать вот это внутреннее сосредоточение как бы к достижению результату, и когда тебе все равно, что может быть необходимым преодолеть. Там зимой снимают, лето, и ты вечно там Мгм. залезаешь в купальники в ледяную воду, или наоборот, летом снимают зиму. Всякие бывают сложности физического характера, трудности также общения на площадке. Все люди разные, это процесс, это стресс. И часто ругаются, часто незаслуженно могут обидеть. То есть сплошная аскеза. Мгм. Поэтому, наверное, когда у людей получаются... Откуда вот это вот... Я всегда думала, почему артистов почитают больше, чем пилотов, допустим, которые спасают людей, возят самолеты, они там не падают. Почему, допустим, врачи, которые спасают, их не называют героями, не берут у них интервью каждый день. Причем здесь артисты? Почему артисты, которые там что то в кино делают вид, что он какой-то там спасатель мира, Человек-паук, почему, с какой вдруг стати к ним идут за интервью, и у них спрашивают, как жить? Причем чаще всего мы, артисты, не знаем, как жить, и глупости всякие несем. Почему? А потому что вот ответ: аскеза. Все можно любой вот высоты положения добиться, даже не имея, таланта, но имея упорство. Говорят, гениальность — это 99% труда. Труд, 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 все перетрут. Поэтому, там был вопрос: "Пожалуйста, ответьте, что такое быть знаменитой артисткой". Это труд. Представьте, что вы вот трудяга, на заводе работаете, стоите у станка, а потом там руки грязные, там все стерто, там в крови и всё такое, уставший, не досыпаете, не доедаете. А потом вам нужно нарядиться и всех обмануть, делать вид, протянуть кожу, быть на детоксе, там причесаться, пойти к какому-то дизайнеру, надеть, выпросить у него красивое платье и сделать вид, что все это вам дается легко и приходит само собой. Это неправда. Но вот профессия артистов как-то вот так легко можно описать. Тяжелый труд, То есть часто играть неплохо, играть приходится и в жизни тоже? да.
Да. Меня это очень, когда я вдруг с этим столкнулась, что нужно делать вид, продолжать делать вид, что ты загадка, что ты там красавица, что ты умница, что ты там богатая, известная и всё такое. Делать вид, не показывать себя настоящую, потому что ты, может быть, не всем интересна, интересен твой образ. Это меня шокировало так и привело в глубочайшее отчаяние. То есть на вершине там первого успеха, когда я получила 100 миллионов наград, меня наградили все, там, от торгового центра, от казино до различных там, не знаю, все там союзы журналистов, а, там, не Мгм. знаю, Академии кино за эту роль. Действительно, это как-то продолжалось бесконечно. Я должна была принимать эти награды, и я не понимала, что мне с этим делать. Я не знала, потому что меня научили, как быть артисткой, но не рассказали об опасности, что ты можешь стать известным артистом и как там быть с этим всем. Я плохо справилась, потому что я всем доказывала: я не эта героиня, ничего общего, а всем не хотелось этого слышать. Я должна была продолжать роль вот этой вот, необычной женщины, но я была обычная, я была живая, я была, искренне, а нужно было делать роль, продолжать. И на самом деле, действительно, людям, сам артист не очень часто бывает интересен. Иной раз мы, когда узнаем о сути артиста, мы его перестаем любить. Мы такие разочарованы: ого, там герой, там красавец, там любимец всех женщин, а тут какой же подлец, пьяница и так далее. Да, к сожалению, вот наша профессия, есть тут такой подводный секрет, как айсберг. Мы такая верхушечка, красивая, блестящая, а внизу там много опасностей. Вот, значит, спрашивали, что такое быть известной артисткой? Это ответственность. Да. Я для себя, через вот путь мытарств и мучения с вот этой известностью, не знала, что с ней делать, с чем ее едят, потому что в какой-то момент это стало очень тяжело, когда ты нигде не можешь скрыться. В каком-нибудь туалете тебя узнают, говорят: "Дайте автограф", а у них при этом ни ручки, ни бумажки. И они вот так тебе загораживают вход и говорят: "Дайте, дайте, дайте, что вам дать? Автограф, у вас есть ручка?" "Нету, дайте". "Ой, слушай, ну ты вот глухую играл, эту глухую, немую, это страна немых, страна глухих". И это без конца, и это по кругу, и ты не знаешь, что уже с этим делать. Я поняла, что ответственность нести свет и добро. То есть я поначалу начинала раздражаться, Мгм. обижаться на них и на судьбу, Мгм. пытаясь укрыться от этого всего, пока я не поняла, что если тебя судьба, Вселенная, Господь подняли так высоко, ты должен стать примером света, добра и любви. И теперь я безропотно научилась фотографироваться в любом виде, даже если лохматая, не подкрашенная. Им надо сфотографироваться. Когда мне подходят: "А мы вас узнали, а как?" Я просто терпеливо отвечаю на вопросы. В этом есть, м, Это обычная служение. обычная и важная вещь. Быть примером терпения, Да. служения, благожелательности и так далее. И поэтому теперь я поняла, что я на правильном пути, когда люди говорили: "Вы известная артистка, а вы еще такая простая, такая доступная, вы такая светлая, такая добрая". Я думаю: Господи, вот, оказывается, вот в чем смысл-то. Это приятно слышать. Эм, вот в чем смысл известности. Просто нести дальше тепло. Просто так, даже не с экрана. Мгм. Быть актером — это ответственно, но когда приходит известность, получается, ответственность возрастает, потому что влияние своим образом, оно становится еще сильнее. Вот, спасибо вам большое, это действительно Спасибо. замечательная мудрость. Я думаю, что мы уже будем сейчас подходить к концу. Вопросов, Спасибо, да, я вот тоже уже тороплюсь. да, вопросов очень много. Я надеюсь, что на какие-то из них уже были услышаны ответы, потому что вы отвечаете так обширно. Вот. Есть благодарности. Дина, вы удивительный, глубокий человек с большой буквы. Общение с вами воодушевляет. Огромное спасибо за эту встречу, за этот разговор.
Вы пример света, добра и любви. Вот. Спасибо. Вы знаете, я не сама такая прекрасная, просто я в какой-то момент, запутавшись, по жизни, я искала пример для себя. И я нашла таких людей, которые меня вдохновляют. И смотрю, как они живут, как они себя ведут с другими людьми. Я просто копирую и нахожу в этом великое вот счастье, потому что действительно нет ничего лучше, когда мы делимся. Счастье — это когда от нас что-то исходит. Не нам дают, да, восхищение, награды там и так далее, а когда от нас что-то исходит, мы начинаем наполняться. Я так поняла, что это вот секрет подсоединения к какому-то внутреннему источнику. Он неиссякаемый. Вот этот источник, этот ручеек нужно внутри себя, в сердце очистить, раскидать камни, листву, мусор, и тогда оп, пойдет эта волна изнутри. Я это называю связью с самой жизнью, потому что это принцип жизни — отдавать. Спасибо вам большое за эту мудрость. Я думаю, что сейчас мы можем уже подвести такой итог нашей Спасибо. встречи. Да, много глубоких мыслей. Вопросы есть. Я думаю, что вы можете, дорогие участники, перенести эти вопросы в чат. Что-то из них, может быть, и мы сможем помочь. Там был один из вопросов по поводу агента. Может быть, и мы как-то попробуем ответить вам на этот вопрос. Что-то, возможно, мы сохраним. И я глубоко надеюсь, что в следующем году у нас получится лично встретиться с Диной, если так совпадет с вашим графиком. Может быть, вы сможете приехать к нам в Минск, и здесь мы уже вместе продолжим это общение, продолжим вот эту мудрость и глубину раскрытия актерского мастерства и вообще как пути реализации своего предназначения и образа света и добра. Вот, спасибо большое вам, дорогая Дина. Мне очень важно, что сегодня мы соприкоснулись с вами не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения человечности. Спасибо. Спасибо вам большое. Я считаю, что самое главное — это отдавать детям. Поэтому спасибо, что вы мне дали возможность выступать и общаться с детьми, с подростками. Вас, дорогие ребята, наше будущее, будущее этого мира. И я верю, что вы такие молодцы, вы уже интересуетесь творчеством, у вас все получится. Вы будете продолжать вот эту цепочку добра, света и любви. Пусть исполнятся все ваши желания. Это точно. Спасибо вам еще раз. Дорогие участники, на сегодня мы заканчиваем трансляции. Сейчас у вас будет перерыв, возможность пережить весь сегодняшний день, поразмышлять об этом. Мы перейдем в чат. Пожалуйста, в чате поделитесь, что ценного и важного для вас было, не только вот от встречи, которая сейчас произошла с Диной, но и в течение всего дня, что, может быть, вы приоткрыли для себя, узнали. И самое главное, что вы можете передавать дальше и чем вы можете делиться дальше. Все, до встречи с вами в чате и завтра в 10 утра.